Всем добрый день! Сегодня расскажу вам о том, какие розы лучше всего посадить у себя в саду, какие обильнее, красивее цветут, долго держат цветок, реже или практически совсем не подвержены пятнистостям и мучнистой росе. Расскажу также, какие из них более устойчивы к погодным условиям. Скоро в садовых магазинах начнут продавать различные виды и сорта роз. Как не ошибиться в этом многообразии? Это, конечно же, и чайно-гибридные, и флорибунда, это розы-шрабы, это розы плетистые. И при выборе, конечно, вы должны знать, какую розу вы хотите приобрести. Буду говорить только о тех розах, о которых я знаю точно и которые растут у меня в саду. Поэтому, кого этот вопрос интересует, пожалуйста, досмотрите видео до конца. Прежде чем покупать розы, вы должны определиться, какую расцветку вы хотите, чтобы роза имела, и какие композиции, из каких роз вы будете создавать в своем саду. Или же это будут чайно-гибридные розы-шрабы, флорибунда, английские розы и так далее. Итак, роза Compassion. Прекрасная, достойнейшая розочка. Несмотря на то, что цветок у нее не очень махровый, но это прекрасная нежная роза такого оранжевого цвета. В конце цветения лепесточки у нее розовеют. Очень такая устойчивая роза. Она не подвержена ни пятнистостям, ни мучнистой росе. Листва у нее глянцевая, темного цвета. Роза цветет очень долго, и вот разрыва в периодах цветения практически у этой розы незаметно. Советую всем посадить эту прекрасную и достойную розочку. Роза Марсель & Флер. Эта роза растет у меня недавно, образует целую шапку цветов до 15 штук в одной кисти. Посмотрите, какая красавица. Она очень быстро наращивает зеленую массу и достаточно долго держит цветок. Ни дождь, ни солнце этой розе не страшны. Не повреждается она ни пятнистостью, ни мучнистой росой. Красивейшая, достойнейшая роза. Также советую посадить ее у себя в саду. Роза Чарльз Остин. Прекрасная роза, но сразу должна вам сказать о том, что в зависимости от типа почвы, в зависимости от кислотности почвы, от погодных условий, эта роза немножечко может менять свою окраску. Один год она может иметь более яркую, второй год более более нежную окраску. Образует огромное количество цветов до 10 сантиметров в диаметре. Цветет долго, не повреждается ни пятнистостью, ни мучнистой росой. Слегка может выгорать на солнце. Очень красивая, достойная роза. Розариум Ютерсон. Прекрасная роза с нежно-розовыми большими цветами. В кисти бывает до 60 бутонов, до 60 цветов. Роза цветет очень обильно, очень долго держит цветок. И должна вам сказать, что у меня роза не подвержена ни мучнистой росе, ни пятнистости. Конечно же, как и любую другую розу, необходимо проводить определенные обработки. Красивая, достойная розочка. Роза Сахара. Роза, в общем-то, солнышко, можно сказать. В ней сочетаются и желтые, и оранжевые, и лепестки с розоватым оттенком. Хорошо держит она цветок, листва у нее глянцевая, темно-зеленая, не подвержена никаким заболеваниям эта роза. Красивая, прямостоячий куст образует, побеги у нее достаточно прочные. Боника. Очень красивая роза, образует целое облако розовое во время цветения. Большое количество бутонов на кусте.
и затем, которые распускаются в прекрасный нежно-розовый цветок. Растет она у меня на полном солнце, слегка, могу сказать, она выгорает, слегка. Не подвержена никаким заболеваниям эта роза, всегда смотрится очень красиво и очень достойно. У розы глянцевая листва, и считаю, что эту розу можно посадить как с какими-то другими розами, или же можно скомпоновать по видам или сортам эту розочку. Она одинаково будет достойно смотреться. Роза, которая имеет очень красивый цветок, особенно в начале своего цветения. Затем постепенно она открывается, но слегка, как я уже сказала, выгорает на солнце. Растет она у меня на полном солнце. Можете посадить ее в полутень. Роза Беролина. Красивая желтая роза с интересной формой лепестков, которые загнуты вниз. Цветет она обильно, но должна сказать, что занимает достаточно много места. Роза очень высокая, поэтому при покупке рассчитывайте. Роза Вестерланд. Прекрасная роза лососевого цвета, листва у нее такая красивая, зеленая, но должна сказать, что роза не всегда цветет обильно у меня в саду. Я говорю про мой сад. И вот этот красивый цвет она держит из года в год, но количество цветов у нее не всегда такое обильное, как бы хотелось. Но роза красивая и не выгорает. Роза Маурису Трила. Красивая роза, также с глянцевой листвой, очень такая изящная розочка с различными оттенками желтоватого, белого, розового, такого малинового цвета. Длительный период времени цветет. Грант Амора. Думаю, что знают все эту розу. Обильное цветение, она растет у меня первый год в саду, но уже себя очень красиво показала. Посмотрите, какой красивый цветок у нее, загнутые лепесточки. Серединку она свою не показывает практически, цветение у нее обильное, и роза не подвержена ни мучнистой росе, ни пятнистости. Роза растет у меня в полутени. Хорошо нарастила зеленую массу, листочки у нее глянцевые. Вот, роза очень красивая. Роза First Lady. Такая розочка, на которую все обращают внимание. У нее очень интересный такой помпонный бутон. Роза цветет обильно, также не подвержена заболеваниям на розах, имеет очень нежную окраску цветка, цветок распускается очень долго. Серединку он свою не показывает. Крайние лепесточки, нижние лепесточки имеют более светлую окраску. Очень красивая, достойная роза. Считаю, что тоже ее обязательно посадите в саду, потому что эта роза цветет длительный период времени, и также у нее наблюдается 2 цветения за сезон. Роза хорошо зимует, и считаю, что эта роза одна из самых таких красивых помпонных роз, которые также радуют в течение длительного периода времени. Роза Артемис – это роза такого белого цвета, большое количество бутонов у нее образуется. Растет она у меня 2 года. Цветочки у нее до 5 сантиметров в диаметре, но их много, они так очень плотно друг с другом находятся, образуют такую целую белую кисть. Также не подвержена ни мучнистой росе, ни заболеваниям на розах. Посмотрите, какие красивые нежные лепесточки у этой розы, плотно набитая розочка. Считаю, что очень достойная.
Роза фламентанс. Это красавица, которая цветет почти 1,5 месяца у меня в саду. Правда, растет она у меня в полутени, можно сказать, образует такое большое количество бутонов и цветов, что, в общем-то, когда я срезаю эти бутоны, это занимает у меня достаточно много времени. Роза высокая, она слабо подвержена пятнистости, хотя, конечно же, у нее эта пятнистость наблюдается. Красивая роза. Роза Garden of Rose. Роза, которая невысокая, до 40 сантиметров, 45, нежно имеет бутон, нежный цветок и тоже не подвержена никаким заболеваниям, не выгорает на солнце. Это одно из достоинств этой красивой розы. Те, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.